Сегодняшнее видео о довольно редкой для садов средней полосы культуре, которая, я уверена, удивит и порадует многих садоводов. Если вы мечтаете о растении с красивым и обильным цветением, привлекательной декоративной листвой и сладкими ароматными плодами, обратите внимание на дюрин коуза. Многим садоводам дюрин известен как неприхотливый листопадный кустарник, основная декоративность которого в его листьях и привлекающих внимание ветках яркого цвета. Однако среди этой культуры есть немало высокодекоративных сортов, которые не только обильно и красиво цветут, но и способны давать неплохой урожай вкусных съедобных ягод. Кстати, плоды дюрина коуза по вкусу напоминают сочетание малины и манго. Но прелесть этого растения не только в плодах, а в его пышном цветении и декоративной листве, которая к осени приобретает всевозможные яркие краски. Среди этой пока еще редкой культуры уже выведено немало интересных, красиво цветущих и зимостойких сортов. Есть также растения с эффектной вариегатной листвой. Дюрин коуза – это лиственный кустарник или невысокое дерево, семейства кизиловые, которое при хороших условиях может достигать 5 и более метров в высоту. В природе этот вид дюрина произрастает в Японии, Китае и в других частях Восточной Азии. В разных источниках можно также встретить другие его названия, например, дюрин китайский или японский. Это интересное растение в последние годы привлекает внимание многих садоводов. Дюрин коуза стал популярным за свою редкую неприхотливость и высокую декоративность на протяжении всего сезона. Неудивительно, что Американское садовое общество внесло этот вид дюрина в список 75 самых лучших растений для американских садов. У него раскидистая, объемная крона с насыщенно зеленой или вариегатной листвой длиной до 9 см. Листва овально удлиненной формы с глянцевой поверхностью. Осенью крона приобретает оранжевые, ярко-красные, багряные и даже фиолетовые тона. Размер цветов, как и их окраска, зависит от сорта. Они могут быть чисто белыми, желто-зелеными, кремовыми или розовыми. Хотя, если быть точным, цветками называются мелкие образования в центре, которые собраны в форме шарика. А большие яркие лепестки – это предцветники. Их диаметр у некоторых сортов может достигать 10-12 см. Когда деревце покрывается массой таких крупных красивых цветов, выглядит это очень эффектно. Цветет дюрин коуза обильно в мае-июне, примерно около месяца. По окончании цветения на растении завязываются шаровидные мясистые плоды диаметром 2 см. Они красноватого цвета, с множеством мелких семян внутри и по консистенции напоминают землянику. По вкусу чем-то схожи с ягодами малины и манго. Плоды дюрина коуза съедобные, на вкус сладкие и с приятным ароматом. Из них можно готовить варенье и компоты, а также есть их в сыром виде. Сбор урожая приходится на период с сентября по октябрь, в зависимости от сорта и региона произрастания. Однако стоит учесть, что молодое деревце даст первые плоды только на 5-6 год своей жизни. Кстати, если вы уже знакомы с этим интересным растением, поделитесь, пожалуйста, своим мнением и опытом. Я, как всегда, буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Дюрин коуза достаточно зимостойкое растение. Его причисляют к зонам морозостойкости с 6 и 5 до зоны 4А. Стоит отметить, что в последние годы уже созданы сорта с повышенной зимостойкостью, которые выдерживают морозы до минус 29 градусов. А американские селекционеры поработали над выведением растений этой культуры, которые способны переносить морозы до минус 32 градусов. Все эти сорта, прежде чем поступить в продажу, проходили испытания с адаптацией в морозных условиях. К таким растениям, например, относится новый сорт американской селекции Summer Fun. Его заявленная зимостойкость до минус 32 градусов. Высота кроны этого дюрина до 2,5-3 метров. Цветет он в июне крупными белыми цветами диаметром до 12 сантиметров. Это очень красивый и востребованный сорт, который ко всему еще дает ароматные плоды, а к осени меняет цвет листьев на самые яркие краски. Его вариегатные листья с похолоданиями приобретают эффектную пеструю палитру из красных, розовых, бордовых и даже фиолетовых тонов. Если вы решитесь приобрести саженец дюрина коуза, обратите внимание на его сортовые характеристики и зимостойкость.
В первые годы молодые кусты лучше высоко мульчировать и укрывать крону белым агроволокном. В садах с мягким климатом этого не потребуется. Дюринкоуза совершенно неприхотлив в уходе. Он непритязателен к качеству почвы и способен расти как на солнце, так и в притенении. Правда, если вас больше привлекает его обильный урожай, саженцы лучше высаживать на солнечных участках в рыхлый и питательный грунт, где не будет застаиваться влага. Учтите, что дюрин не любит известковые почвы. В жаркий период деревца потребуется поливать, а вот болезненным вредителям эта культура практически не подвержена. Это растение отлично переносит стрижку, после которой его крона становится еще более густой, компактной и декоративной. Кстати, очень красиво выглядят дюрины, сформированные в один ствол, то есть в штамбовой форме. Для этого растения формируют уже с самого раннего возраста. Чтобы поддерживать крону в виде шара, ее необходимо стричь не менее 2-3 раз за сезон. Этот вид дюрина можно размножить как семенами, так и черенкованием. Семена сохраняют схожесть около 5 лет, но стоит учесть, что им потребуется стратификация. При черенковании используют зеленые, слегка отревесневшие веточки, которые нарезают в начале июня. Дюринкоуза – это малоуходная и высокодекоративная культура, с помощью которой легко украсить свой сад. Он будет отлично смотреться отдельно посаженным и в групповой посадке с другими кустарниками и деревьями. Из его кустов получается красивая живая изгородь. Пожалуй, единственный его минус – это пока еще достаточно высокая цена на саженцы, особенно новые сорта. Зато такая редкая жемчужина в вашей коллекции с легкостью преобразит территорию и впечатлит всех ваших гостей и соседей. А если вам эта информация была интересной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.